Привет, друзья! Сегодня приготовим вкусняшку из недорогих продуктов. 700 грамм некислого творога, 1 целое куриное яйцо и 1 белок. Желток перекладываем в отдельную мисочку. Он нам понадобится попозже. Добавляем сахар 3 столовые ложки и 3 столовые ложки манной крупы. Рецепт очень простой, его легко запомнить. Щепотка ванилина или пакетик ванильного сахара. Все перемешиваем до однородности. У меня творог мягкий, поэтому я это делаю вилочкой. Если же у вас творог более жесткий, советую перебить погружным блендером. И добавим щепотку соли для баланса вкусов. Отставляем творожную массу минут на 10-15, чтобы разбухла манка. А в это время займемся яблоками. Их нужно вымыть, почистить от кожуры. Яблоки лучше брать сладкие или с легкой кислинкой, только не сильно кислые. Нам понадобится 2-3 штуки, в зависимости от размера яблок. Теперь натираем их на крупную терку. Я люблю этот рецепт за то, что он готовится очень быстро и просто. Отправляем натертые яблоки к творожной массе. Я заранее залила изюм кипятком, буквально на пару минут, просушила его и сейчас добавляю к творожной массе. Мне понадобилось 100 грамм изюма. Перемешиваем, равномерно распределяя изюм по всей массе. Бортики формы для запекания я смазываю сливочным маслом, можно воспользоваться растительным, а на дно я вырезаю кружочек из пергамента. Также после смазывания бортики и дно я посыпаю манной крупой чуть-чуть. Выкладываем творожно-яблочную массу и разравниваем поверхность. А для красивой румяной корочки к желтку добавляем 1 столовую ложку сметаны. И хорошенько перемешиваем венчиком. Друзья, хочу поблагодарить вас за поддержку и подписку на мой канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые рецепты. Заливка готова. Равномерно распределяем ее по поверхности запеканки. Друзья, надеюсь, вам тоже понравится этот вкусный, полезный и быстрый рецепт. Поделитесь, пожалуйста, этим видео в своих соцсетях. Заранее разогреваем духовку до 170 градусов и отправляем в запеканку на 45-55 минут. Ориентируйтесь, конечно, по своей духовке. Запеканка должна зарумяниться сверху, по бокам и снизу. Проверяйте. Бывает, что верх уже зарумянился, а низ еще слишком светлый, то можно сверху накрыть фольгой и допечь запеканку до готовности. Запеканка должна полностью остыть перед тем, как доставать ее из формы. Вот такая ароматная, румяная и полезная вкусняшка у нас получилась. Выглядит аппетитно, понравится и взрослым, и детям. Вот попробуйте. Внутри получается очень нежная и сочная. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам такое блюдо. Или поставьте хотя бы смайлик. Подписывайтесь на канал и делитесь этим видео в своих соцсетях. Такая вкусная запеканка подойдет и на завтрак, и на ужин, и просто на перекус. Творог советую выбирать не кислый и не пересушенный. Друзья, желаю всем приятного аппетита и до новых встреч!